What's up, cousin? Сегодня у нас на обзоре педали Человека-паука Adidas Dira, а в конце видео тебя будет ждать конкурс. Адольф Даслер, отец-основатель компании Adidas, умер в 1987 году. Одним из последних кроссовок, к разработке которых он приложил свою руку, были Марафон, в подошву которых была вмонтирована сетка, которая, по легенде, позволяла равномернее распределять нагрузку и достигать некоторого эффекта трамплина. Разработка также была использована в создании силуэтов Атланта и Нью-Йорк, однако потом они почему-то просто забыли. Но в 2018 году лучшие умы и карандаши Adidas решили скрестить ту самую сетку и теннисные кроссовки бесподобного Фаррелла Уильямса. Так на свет и появились Dirapt. В моих руках сейчас самая первая из всех существующих расцветок. На сегодняшний день их существует очень много, ты точно найдешь себе что-то по вкусу. Эти малышки притягивают взгляды и сворачивают шеи. Кроссовки состоят из двух частей. Первая — это нейлоновый верх, пошитый носком, который обеспечивает отличную эргономику и высокую степень комфорта. Натирать и поджимать тут попросту нечему. Сверху натянута главная фишка модели — суперэластичная сеть. Под сеткой мы можем найти пасхалки в виде логотипа и набора цифр, который является почтовым индексом центрального офиса компании. На задней части кроссовка мы видим черный замшевый задник с тиснением. В коробку кладут черные и белые шнурки, которые имеют чисто декоративный характер, но при желании помогут зафиксировать кроссовок на ноге чуточку плотнее. Вторая — это абсолютно плоская подошва. Выполнена она из самой обычной пены. В нее по всему периметру впрессована та самая волшебная сетка. Снизу ты можешь видеть подметку из очень цепкой резины. Сцепление с поверхностью действительно на высоте. И еще немного сетки. А внутри нас встречает стелька Artolite с антимикробным покрытием, оснащенная амортизацией в ключевых зонах для дополнительного комфорта и идеальной посадки. Именно эта стелька делает кроссовки удобными, ибо подошва, как я уже сказал, абсолютно плоская. Из минусов хочется отметить то, что кроссовки очень легко пачкаются, так как улицы у нас не такие чистые, как того хотелось бы. Единственным способом их спасти является стирка. Стоит отметить, что этот недостаток относится не только к моделям со светлой сеткой. Да, темную будет испачкать сложнее, но очистить ее придется тем же способом, так как сетка очень пористая и отлично впитывает любую грязь. Есть множество случаев, когда сетка, покрывающая кроссовок, просто рвалась. Я ношу обувь аккуратно, поэтому у меня пока все в порядке. В случае повреждения вы можете просто аккуратно ее срезать. Без сетки кроссовки смотрятся иначе, но не менее эффектно. Из плюсов кроссовки очень легкие и отлично продуваются. Подошва хоть и из ненавороченного буста, но все равно отлично гасит ударную нагрузку. Кроссовки очень удобно брать в путешествие. За счет их формы и конструкции они занимают очень мало места в чемодане. В итоге мы имеем отличные кроссовки со смелым дизайном, которые являются идеальным решением для жаркого лета. В начале видео я обещал вам конкурс. Так вот, я разыграю сертификат номиналом в 3000 рублей в магазин Sneakerhead. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы выиграть, это подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, какая модель кроссовок является вашей любимой и почему. Результаты случайным образом будут подведены 31 октября. Спасибо за внимание и до новых встреч!